Китай – великая страна. Они давно перегнали Россию, теперь пытаются догнать Америку. По России идет китайская культура. Инь, янь, хрень. Китайская медицина. Год желтой крысы встречаем в желтых тонах, а серой – в серых. А Советский Союз распался потому, что Ленин в мавзолее лежит не по фэн-шуй. Надо изучать китайский опыт, вот тогда заживем. Однако опыт сей состоит в том, что Китай – это не только достижение. Это грязный перенаселенный муравейник, где люди работают за копейки, жрут крысы, вырезают живьем желчный пузырь медведю, чтоб приподнять себе потенцию. Данный ролик не для слабонервных. Деликатесы китайской кухни: варка живьем собак в чане с кипятком, жареные крысы, кошки и тому подобное. И так называемая китайская традиционная медицина в форме садистского истребления диких животных. Ресторан в Китае. Китаянка ест вареный пенис собаки. Собаку в Китае любят варить живьем. Иногда, чтобы мясо было вкуснее, приносило больше пользы, нужно с живой собаки или кошки содрать шкуру и начинать его готовить живьем. Сердце еще бьется, и животное в умирающем состоянии еще пытается бороться за жизнь. Повар его медленно варит в кипящем котле или же поджаривает на огне. Пока животное мучается, у него выделяется адреналин. Это улучшает вкусовые качества блюда. Блюдо называется живая вареная собака или кошка. В китайской кухне главное, чтобы собака не умерла слишком быстро. Адреналина в мясе не будет. Сварил. Теперь надо поджарить. Обратите внимание, в какой чистоте содержит свою кухню китайский повар. Можно жарить и сразу живьем. Приготовление щенка живьем на уличном рынке в городе Гуанчжоу. Вот щенок еще живой. Вот им занялся китайский повар. Он держит щенка за ноги специальными клещами, за шею. Щенок почти готов. Люди с умилением смотрят. Китайские дети тут же рядом. Вырастут, тоже будут жарить щенков живьем. Едят не только собак, но и кошек. Если кому-то безразличен тот факт, что в Китае едят кошек, то к способу умерщвления животных вряд ли кто останется равнодушным. Кошек, как и милых собак, забивают упорно до смерти палками, при этом подвесив их за шею. Считается, что из-за огромного количества адреналина в крови, а также обильно пропитавшись кровью, мясо становится более нежным и вкусным. Получается примерно такое блюдо. А вот это еще одно блюдо в ресторане в Гуанчжоу – жареные крысы. Конечно, это дико для нас, но с глубокой натяжкой. Это можно понять, при условии, что люди с голоду помирают фактически, и им приходится есть все, что движется, чтобы выжить. Китайцы едят мозги, китайцы едят эмбрионы, змей, тараканов, насекомых. Китайцы едят мозги живых обезьян. Ну, с кухней пока достаточно на сегодня. Перейдем к так называемой китайской медицине. Медицина это назвать, конечно, нельзя. Смесь шарлатанства с изуверством. Например, считается, что желчь медведя лечит от импотенции. Ради китайской медицины медведю без наркоза вырезают желчный пузырь. Медвежьи лапы – деликатес китайской кухни и тоже сырье для лекарств. Ради этого каждый год истребляются сотни дальневосточных медведей. На снимке – Кронотский заповедник, Камчатка. Браконьеры убили медвежонка, отрезали лапы и вырезали желчный пузырь. Тигр у китайцев тоже очень ценен. Их расчленяют и практически из всех частей тела делают стимуляторы потенции. Также рог носорога считается в китайской медицине панацеей от всех болезней. Применяется более чем в 400 вариантах. Однако научная медицина все это отрицает. Никаких лечебных свойств рог носорога не имеет. Но их все равно убивают. Детеныш носорога прижимается к трупу матери, которую расчленили ради китайского мракобесия. А у них глаза так же смотрят в небеса, так же соль в слезах, те же боли, страх в сердцах. Им, как нам, дана в этом мире жизнь одна. В чем же их вина?